Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, что мы будем сегодня делать? На самом деле у меня есть одна идея, на нее меня подтолкнул мой подписчик под псевдонимом Топ не один. Короче, это полуорки, так как здесь есть сейчас леший, плюс дух пятерочка. Мне очень хочется попробовать сделать только немножечко по-другому. Вряд ли у меня, конечно, получится сделать с горном, как у него, но у меня есть идея немножечко другая. Короче, будем делать 6 духов плюс 4 полуорка. Прикольно? Я думаю, да. В чем фишечка такого билда? Так это в том, что первое, сразу летит контроль в виде стана 2 секунд, когда перемещаются, соответственно, герои ближнего боя. И самое главное, ух ты, ну, судя по всему, так оно и будет. Плюс они все время будут триггерить духа пятерку от любого контроля, грубо говоря. Так, что там, суммонеры будут? Я хочу перчатку взять. Ну, что-то пока как-то неохотно они берут суммонеров, но ладно, пока что повременимо с выбором перчатки. Пока что. Ребят, ладно, продолжу сначала о том, о чем я говорил, а потом уже об остальном, правильно? Правильно. Я, короче, перчатку возьму в любом случае, потому что я уверен, что кто-то соберет либо же какого-то фуриона в течение игры, либо же какого-то орка-охотника. Короче, неважно. В общем, будем пытаться реализовать этот билд, получится, не получится, вот, соответственно, посмотрим. Ну и гида со старта пришла, это значит намек на то, что, скорее всего, получится, чем не получится. По крайней мере, мне бы хотелось, чтобы это и было именно так. Может взять клевер и попытать удачу с пандой, если, конечно, панда мне придет. Если панда придет, замечательно. Если панда не придет, то такое себе. Кстати, давайте так, ребята, чтобы было намного интереснее ставить лайки и тому подобное, то следующее. Под этим роликом, если соберется 50 лайков, я буду реализовывать нефритового генерала. Все, ребят, поехали, работаем. Мы работаем с вами теперь только так. Так, пандочка со старта пришла, это отлично. Молот молний тоже шикарно. Вот, клевер мы, соответственно, в пандочку отправляем. Блин, ну пока что мне такой неплохой стол, если честно. Хотелось бы, конечно, получше, но, в принципе, это тоже сойдет. В общем, 50 лайков под этим роликом. Мы, соответственно, будем реализовывать нефритового генерала. Если кто-то не знает, кто это из доты, то это земелье. Земелье из доты, поэтому вот, буду его реализовывать. Потому что его в этом патче довольно-таки жестко бафнули, я считаю. Да, там его немножко поднерфили на первом уровне, но в основном его бафнули. Поэтому что? Правильно. 50 лайков под этим роликом, и я буду реализовывать, соответственно, нефритового генерала. Я буду очень много тратить времени, но я запишу этот контентище. Правильно? Правильно, все, работаем. Работаем. А еще, ребят, как я уже сказал, я хочу попробовать здесь собрать полуорков плюс 6 духов через духа пятерку. Как я уже ранее сказал, то полуорки буду давать инкастовый стан со старта, то есть это оглушение на 2 секунды. Вот, и вот это вот оглушение на 2 секунды будет триггерить моего духа пятерку. А будет триггерить моего духа пятерку, то, соответственно, что? Правильно, будет срабатывать пассивка духа пятерки, а это, соответственно, овер много урона сверху. Причем такого много овер урона, что просто диву даешься. Я надеюсь, конечно, что мне пандочка моя что-нибудь допритащит. По крайней мере, я этого хочу. А вот... Получится или не получится, не знаю. В общем, я хотел еще что сказать. Ребят, я еще болею. Ну, не знаю, это слышно или нет на записи, но я говорю до сих пор еще в нос. У меня до сих пор, если что, болит голова немного. Ну, короче, состояние, не стояние. Вот просто не состояние, не стояние. Я там в телеграм-канал свой писал о том, что, типа, мне нужно 2 спонсора еще для того, чтобы... Точнее, 3 спонсора для того, чтобы открыть полный функционал ютуба. Поэтому, кто может... Кому не впадло, то оформите, пожалуйста, спонсорку. И огромнейшее вам спасибо за поддержку. Я, кстати, такой молодец, что я даже духов не взял. Ну, гений, да? Ну, гений. Непризнанный гений. Эх, что-то пока что меня как-то пинают. Пинают, больно пинают, но хотя бы дух пришел. Хотя, на самом деле, я не знаю, может, я через духов и не буду играть со старта, может, я буду играть через богов плюс кого-то там еще. Короче, не знаю. Не знаю, разберемся, посмотрим. Правильно? Правильно. Главное, чтобы тут не было скилловичков, потому что если тут будут скилловички, будет очень сложно играть. И я хочу быть одним из скилловичков, чтобы мне, знаете, вот со старта пришел Леший, а там потом мне, соответственно, с пандой пришел Зевс. Как в старые добрые времена, когда я записывал одну каточку, и там мне панда принесла сначала на одном раунде Зевса до 10-го, но, к сожалению, там Амора не упала. А потом через несколько раундов мне прилетел Леший. Вот такой вот я хочу подгончик от пандочки. Вот такой подгончик я хочу от пандочки. Вот. Вот. Все. Все. Как-то так. Вот такой у меня план. У меня, кстати, колонки какие-то громкие. Сейчас я чуть-чуть тише их сделаю. Что-то орут. Орут прям по ушам бьют мне.
Так. На самом деле, ребят, мне так надоело уже болеть. Я вам не могу передать словами, насколько меня это задолбало. Ладно, я духов пока что как-то уберу, короче. Мне надо выйти, наверное, сначала в деньги. И буду ставить пока что полуорков, никого более. Хотя, на самом деле, можно было бы и духа тупо поставить. Ладно, пока что поставлю вот таким вот образом. Буду держать кулачки на то, что мне придет либо же Зевс, либо же Леши. А лучше и то, и то. Мне, конечно, бы друидом, чтобы инчу 2 звезды сделать, но как-то игра не хочет этого, судя по всему. Или Эгиду хотя бы в 2 звезды. Было бы неплохо. Неплохо было бы увидеть Эгиду в 2 звезды. А можно в 3 звезды раннюю. В принципе, я бы через Эгиду тоже поиграл. Интересно, насколько меня здесь бог рандома будет любить? Очень интересно. Знаете, что самое больше меня бесит в простуде? Заложенный нос, кашель и заложенные уши. Вот это вот больше всего меня бесит. Кстати, а у меня хороший стол сейчас пришел. Я, наверное, знаете, вот это вот все распродам. Поставлю лучше 2 Абаддонов и Омника. Мне кажется, так будет намного эффективнее. Что думаете? Я тоже так думаю, что так будет намного эффективнее. Вот так, короче, сделаю. Мне кажется, так в действительности будет намного эффективнее. И в Омника закину свой меч молний. Мне главное сейчас еще на 10 раунде выиграть мобов. А что по усилению? Сегодня будет как-то, ну, типа, что-то усиление? Хочется, как бы, ну, уже какое-то усиление адекватное. В виде этой энчи в 2 звезды хотя бы. А лучше, конечно, в 3 звезды. Или егитку в 2 звезды хотя бы. Очень бы хотелось. Ладно, на самом деле, если мне не повезет с фигурами, то мне должно хотя бы повезти с предметами. Правильно? Правильно. Ну, логика логичная. Так. Я здесь же выиграю раунд. Ну, по идее, должен выиграть. Выиграешь раунд, да? Да, отлично. Возьму, наверное, Хусика на всякий случай. Может, мне тролль придет 5. Мы здесь не будем играть через полуорков. Конечно, неизвестно еще. Ну ладно. Рубрика «Все по 2». 2 Абаддона, 2 Марса, 2 Эгиды, 2 Жрицы и 2 Инчи. Рубрика «Все по 2» открыта. Сезон открыт, так сказать. Ладно, на самом деле я сегодня себя хотя бы намного получше чувствую. Короче, я поставлю лучше 2 полуорков, потому что я же хочу, чтобы мне панда вытащила полуорка, бога. А так шансов будет, соответственно, больше, чем мне, соответственно, с Марса она будет падать. Намного больше. Плюс я выйду в инкам 10 монет. Мне уже пора выходить в инкам, у меня по хпшке все норм. По деньгам грустно-печально, но да ладно. У меня 10 монет, 92 хп. Ну такое. На самом деле в идеале, чтобы на 10 раунде был более-менее хороший стол и 20 монет. Вот это вот идеальный стол. А все остальное это так себе. О, нормально, я еще и выиграл. Нормалек, нормалек. Так, отлично, усиление. Очень тайминговое усиление, я считаю. Так. Тебя я продам. Может, Энчу продать, выйти в 20 монет вместе с Трентом. Сложный выбор. Сложный выбор. Выбор без выбора. Не, ну по идее у меня довольно-таки сильный стол, я должен сейчас его затащить. Мобов должен сейчас затащить. Может 2 жрицы продать. Ну да, я должен сейчас спокойно затащить этот раунд. У меня 2 таких огромных Марса, плюс у меня есть нюк небольшой. Да, затащу. Отлично. Отлично, шикарно, прекрасно. Надо Марса 3 звезды. Оу май. Оу май. Вот это вот добротное усиление, я считаю. Блин, свинки, конечно, пришли неплохо. Ладно, короче, жриц продам. Буду идти в полный инкам. На самом деле, мне это решение надо было принять намного раньше, еще до 11 раунда.
принял бы это решение намного раньше, то, соответственно, я бы мог сэкономить еще нормально так по деньгам и хп. У меня бы уже сейчас где-то было 30 монет, плюс еще бы кабанчиков активировал, и они бы у меня, соответственно, заранее плюс монетку могли стакнуть. Ну ладно, как говорится, что не делается, то к лучшему. А вот тут бы я мог... Или затащу раунд. Не затащу, там 2 Хускара слишком мощных. Не, к сожалению. М-м. К сожалению, нет, не затащу. Не успею, тупо не откатится способность. Ну, были бы боги, я бы смог, но не смог. Правильно? Правильно. О. О. А это, конечно, вкусно. Духи это вкусно, но пока что на духах, я думаю, не играть. Я думаю, пока что не стоит играть на духах. Мне бы Дискорд найти в идеале. Эх, мне, конечно, хочется как бы продавать этих кабанчиков, чтобы взять 2 духов, но пока что не буду. Сложно. Вот это, знаете, играет нотка жадности, когда ты играешь вот именно через максимальный инкам и более-менее мощный стол. Хотя на самом деле, чё я жалуюсь? У меня 91 хп, 43 монетки. Обалдеть! Я что-то как-то этот момент вообще пролюбил. Не, тут есть, конечно, скилловичок, у которого full стол в 2 звезды. Понимаю, понимаю. Манго. Нормально там ребятки устроились. Но это будет сложная игра. Но когда у меня были игры несложные, когда я хотел что-нибудь такое интересное записать, а? Вот когда у меня были игры несложные? А ну-ка, пишем в комментариях, когда у меня такие игры были? По-моему, все время, когда я хочу что-нибудь такое интересное записать, либо на чем-то интересном сыграть, у меня игры максимально ужасные. Максимально сложные, но от этого они не менее интересные, согласитесь. Ну вот пока что вот эта вот задумка мне нравится. Блин, надо как-то поиграть через раннюю собачку 2 звезды, если она, конечно, будет приходить. Я тут еще и смогу выиграть. Там еще и Винстрик сбил чел. Это плохо. Это плохо. Я не хочу, чтобы он был гигантским. Вообще не хочу. Опа, энча. Но продавать кого-то ради энчи и фурю, это трентухи, как по мне, такое себе. Я думаю, лучше подождать все-таки и уровень брать. Особенно, когда там много так ребят играют через лустрик. Не знаю, как по мне, надо Марса немного бафнуть. Как по мне. Хотя бы КД порезать на щит. Он хоть и является богом, но как по мне, надо вот этого вот Марса немного бафнуть. Уменьшить ему КД, потому что когда ты его собираешь в 3 звезды, ты импакта, ну, не особо ощущаешь. Чуть-чуть, ну чуть-чуть. Ну бей! Да, станчик нормально, я так поймал. Оу! Оу май! Я дождался своего часа. Отлично. Блин, мне бы хотелось, конечно, сейчас Марса пикнуть. Очень хотелось бы. Блин, как же это круто. Мне бы реально хотелось Марса пикнуть. Но мало ли мне сейчас что-нибудь еще панда принесет, а? Просто, как по мне, Марс в одну монетку того не стоит. Типа, на самом деле, Марса под полуорками отлично брать. Особенно под 6 духами. Это будет вообще шикарно, потому что... хотя нет, это не будет шикарно. В любом случае, у Марса будет 8 секунд КД, если я богов не буду делать. Ладно, забираю свои слова назад. Это будет 50-50. Не, ну вообще Марс прикольный в 3 звезды. Типа, он очень много танчит. Ой-ой-ой, как хорошо приходит. Хочется и колется, хочется и колется. Вот хочется взять. Ну вот. Ладно, одни молнии у меня есть, возьму щиточек. Возьму щиточек. Надо, чтобы у меня леший жил немного подольше.
Чтобы я, соответственно, мог... Не, ну если придет, кстати, яйцо, я лешего в 2 звезды сделаю, закерю его. И вот этот вот щит второго тира даст мне немного пожить. Хоть леший на самом деле в 2 звезды такая себе поплава. Но, в принципе, почему бы и нет, правильно? Почему бы и нет? Не, ну тут фуллстов 2 звезды, тут я даже не рассчитываю на победу. Жесткий у него, конечно, стол, да. Да, ну кто-то, ну кто-то такой скилловый, как я, лешего нашел. Хотя на самом деле, я скажу так, леший не настолько вот имба, как вот full стол в 2 звезды. Вот прям не настолько имба. Но мне нравится то, что там играет много людей на лустрике, и я, соответственно, могу немного поэкономить себе по хпшке, по деньгам. Я могу вообще никуда особо не спешить. Мне это только на руку. Только мне вот не нравится, что там может быть инсектоид. Вот это вот мне не нравится. Там прям возможен инсектоид по полной программе. Ну ладно, я надеюсь, у меня кабанчики довольно-таки рано повзрослеют до 10 монет. И я буду кайфовать от жизни. Потому что когда у меня будут ранние кабанчики по 10 монет, это будет вообще шикарно. Не знаю, получится ли у меня моя идея или не получится. Ну что ж. Но если получится, это будет лютая аннигиляция. Единственный минус, о котором я уже говорил не раз, эта вся сборка будет контриться элементарными гритерами. И все. И делай, что хочешь, и как хочешь. Элементарные гритеры полностью законтрят всю вот эту вот идею игры через духов и, соответственно, полуорков, и через духа пятерку. На самом деле, как по мне, это даже немного несправедливо, то, что тебя элементарно контрят гритеры, весь твой билд. Это прям как-то грустно. Блин, у меня так плохо апаются кабанчики эти, чтобы вы понимали. К сожалению, вы не видите из-за вебки, но там, чтобы вы понимали, по 5, по 6 монет. Все кабанчики. Там 2 кабанчика всего лишь по 7 монет. Это печально. Это очень печально. Пу-пу-пу. Давай, Марси, покажи скиллуху. Вот это ваншоты. Вот это я понимаю. Боже, я уже не раз говорил о том, что Марси это имба. И не устану это повторять. Марси имба. Как мне хочется взять Рубика. Может продать Марса и поставить Рубика уже, а? У меня при любых раскладах не все равно не будет 4 богов сейчас. Я, короче, инчу, наверное, продам. Я в любом случае Марса заменю Зевсом. Зевс необходим. Ладно, короче, инчу продам. Продам инчу для высшего блага. Давай, Марси, не подведи меня в этот раз. Какая она прекрасная. Просто как же она ваншотит. Моя сладенькая. О, скилл detected. Тролль пятерочка. Для меня это, конечно, ничего пока что не значит. А еще я дурак. Я вышел из инкама. И кабанчики, как назло, по 9 монет, прикиньте. 2 штучки есть. Если вот этот криптонит найдет себе тролля в 2 звезды, то он, скорее всего, камбэкнет игру. Можно было бы, конечно, Марса продать, но у меня-то будет на одну фигуру меньше. Ай, ладно, короче, вышел из инкама и вышел из инкама. Че париться, правильно? Буду слишком много париться, соответственно, будет совершенно... Ну, будет баня у меня.
Я больше переживаю за то, чтобы я сейчас от мобов не откис. Но у меня Марси молодчинка, Марси... Давай, хорош. Ваншот. Ваншот, one hit. А вот это сложный выбор. А вот это называется выбор без выбора. Ну, и как назло, ни один кабанчик, прикиньте, на 10 монет не стал снова. Вот это сложный выбор. Я хочу, наверное, мастерскую бума взять. Мне мастерская бума пригодится. Ну, капец, просто прикиньте, у меня есть 3 кабанчика по 9 монет, а я ничего не могу с ними сделать. 10 из 10. Может попробовать агоним найти? Ну, чисто рискнуть по приколу. Придет хорошо. Давай. Оу май! Вот это, конечно, то, что доктор прописал. Честно, я не ожидал, что мне агоним упадет. Надо, ну, Ладно, мне в любом случае агоним нравится. В любом случае мне агонимчик нравится. Сейчас все кабанчики у меня по проку до 10 монет. И я просто возьму и все продам. Была бы у меня Марси в 2 звезды, я бы лучше ей отдал. Но в Эгиду пока что больше верю. Хотя она слабовата, довольно-таки сильно слабовата. Я надеюсь, я ошибку не совершил. 49 хп. Я буду до конца верить, я не отчаиваюсь. Вообще не отчаиваюсь, ни грамма. Давайте, кабанчики, ну уже растите, ну. Как минимум 4 кабанчика, 9 монет, давай. Один из вас должен уже вырасти, потому что вы мне Долбаный инсектоид, как я тебя ненавижу. А теперь можно, кстати, и духов брать потихонечку. Ну что там, раунд заканчивайте уже быстрее. Отлично. Отлично, один кабанчик есть, второй кабанчик есть. Ну и на этом закончили, всего лишь 2 кабанчика. Хотя кабанчиков по 9 монет у меня очень много. Ладно, пока что у меня есть время, можно брать уровень. Сейчас еще немножечко. Немножечко, буквально чуть-чуть, тютельку. Самое главное, чтобы ко мне не пришел вот этот вот инсектоид и не дал мне по щам на фулл хп. Вот это вот самое главное. Эгида, давай, Эгидка моя любимая, давай, еще. Еще разочек. Рубик в собаку перевоплотился. Надо, чтобы мои кабанчики еще быстрее выросли. 41 хп. Так, Манки Кинг. Это, конечно, круто. Мне очень не нравится этот типочек. Не знаю, может поставить Манки Кинга с палочкой. Может фортанет. Давай, сейчас все кабаны прокают. Я продаю, получаю кучу бабла и почти 10 становлюсь. Прикиньте, один кабан прокнул с 4. Обалдеть. Да ты рофлишь надо мной. О, наконец-то. Я не рассчитывал на самом деле, что ко мне он придет. Так, 4 кунг-фу. Плохо, что тут есть жрец. И в конечном итоге он еще и насумонил. Падло. Кабанчики, я надеюсь, вы сейчас уже вырастете. Мне нужно ваше мясо, мне нужно ваше сало. Там у меня 25 хп. Боже, я так рискую. Я рискую сейчас всем. 2 кабанчика прокнуло, как минимум, отлично. А все остальные кабанчики не прокнули. Вот это вот я понимаю. Вот это вот кайфули. Ладно, выходим из инкама, плевать. Два Свена. Так, Зевс, отлично. Зевс, это хорошо.
Вместо Марса, короче, закину сейчас и отдам предмет антимагу. На самом деле у меня на одного бога больше, чем положено. Ой-ой-ой. Давай, взрывай! Я сейчас не жалею ни грамма то, что я закирил конкретно антимага, а не кого-то другого. 11 хп. Сейчас вся надежда лишь на одно. Придет ли мне то, что я хочу, или не придет? Мне нужен дух пятерка. Очень нужен дух пятерка. $30 монет, окей, пойдет пока что. 2 кабанчика продал, 30 монет имею. На самом деле, наверное, Зевса закирить, их Чи может закирить. Может вообще закирить Марсе. На самом деле, у меня на одного бога лишний есть. То есть я бы Марса на самом деле скипнул бы. Она пока Марсе закирю. Вы это видели? Фух. У меня только что Марси получила 2000 от Урсы и сдохла. Вот это то, что доктор. Вот это сейчас пойдет каточка. Вот это я сейчас понимаю, будет развал кабин. Вот это сейчас пойдет каточка. Вот это то, что доктор прописал. Вот это сейчас будет разрыв. Так, это мы скипаем все. Жаль, что, конечно, не посох 3-го тира. Это прям жаль. Наверное, стяжку все-таки возьму. Уду. Яйцо. Пожалуйста. Пожалуйста, яйцо. Тролль, это круто, но мне нужно яйцо. Ты какой тролль? Не знаю, я пока что не хочу кунг-фу скипать. Вообще не хочу кунг-фу скипать. Это стан, это куча милишных героев, это, соответственно, триггеры для духа пятерки. Просто можно будет еще мантию сделать под духа пятерку, и будет вообще развал. Убей, 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 убей. 6 хп, окей. 6 хп еще можно жить. Спасибо. Панда очень вовремя пришел. Ладно, короче. В баню этих кунг-фу. Я, конечно, в кунг-фу верю, но не прям так сильно, чтобы топорно в них сидеть. Я рискну. Вот это имба. Вот это имба. Вот это я... Взрывай. Взрывай. Одного вынес. Отлично. Ну как вынес? На победку пошел. Все. Это камбэчная. У меня 6 хп. Надо дух пятерочка. Только будет дух пятерочка в 2 звезды, им конечная. Им торба будет. Так, постоянно будем инчу. Мы за это не забываем. Пригодится. На самом деле, я там в моменте 2 духов скипнул. Это такая поплава лютая. О, и дух пришел. Так, вот это апгрейдим. А это я взять не могу. Ладно, заблокируем пока что.
Пока что заблокируем. Только будет дух пятерка. Все. Им конечно будет. Нужен дух пятерка в 2 звезды. Срочно. Вот это уже урон. Это ты называешь удар? Вот это удар. Отлично. Если я выношу топчика, то им торба. Просто им пасочки. У меня сейчас еще баф магов будет. Но мне нужно опасаться там молодого на антимаге. Вся надежда на духа пятерку. Только будет дух пятерка, все будет хорошо. Но только не будет духа пятерки, то все. Щука. У Джаггера, у топ-1 стол нереально огромный. Я могу его не вынести в моменте. Ну, с этими вроде бы как я заканчиваю. Да, по-моему, я их выношу. Отлично! Шикардос. Мне тупо не идет. Мне нужен один дух пятерка. Давай духа пятерку, быстрее! Мне нужен дух пятерка. Дух пятерка и все, и конечное. Там молодые ловят от кисного, если дух пятерка ко мне придет. Мне, по сути, даже 4 бога не надо. Сейчас пока что не пусть будут, но, по сути, они мне не нужны. Вот инсектоид, кстати, это тоже поплава лютая. Инсектоида я не хочу видеть. Чилы заходят на мой стол, смотрят, типа, у меня... Погоди, он же был аутсайдером, и теперь он, что, в топ-4? Чего? Как так? Что это происходит? Что за поплава? Серьезно, у них такие мысли, отвечаю. Так оно и есть. 100%. Самое главное, чтобы у меня сейчас был посох настаканный, и мне нужен очень-очень-очень кровь из носа, дух пятерка в 2 звезды. Яйца, естественно. Так. Сейчас, подождите. Держим, ребят, кулачки за меня. Держим кулачки. Одно. Пожалуйста. Это имба, конечно. Это очень лютая имба. А теперь им торба. Так. И Зевса в 2 звезды. А вот теперь поиграем с вами, молодые. А вот теперь мы поиграем. Знаете что? Я, наверное, еще предмет 4-го тира хочу найти. Мне нужна цепочка. Мне нужна цепочка. Цепочку давай. Кому сейчас будут пасочки, как вы думаете? Кому сейчас будут пасочки? А ну-ка, пишем в комментарии, кому сейчас будут пасочки. Это сейчас камбэчная будет. Там, если чел на топ-1 не переделается, то им всем ханарики. Им ханарики на воздушном шарике. Хотя, на самом деле, чел на инсектоидах может мне такое алюлю устроить, что я потом буду век вспоминать это алюлю. У меня 6 хп, одна ошибка, я ошибка. Минус 24. Оу май. Чел там в шоке такой. Что это было? А как? А как так? Если так сейчас дальше пойдет, то я займу здесь топ-1. Не перестраивайся, молодой, останься как есть. Пусть у тебя будет Джаггер, пусть у тебя будет вот такой вот Джаггер. 3 звезды, вот с такой вот расстановочкой, как у тебя. Но не переживай. Мы с тобой быстренько решим этот вопрос. Вот с инсектоидом надо бы тоже так быстренько решить вопрос. Ну, кстати, цепочка упала. Цепочка мне нравится. Цепочка мне нравится. Лина.
Лина мне не нужна. Яйцо, кстати. Че, лайк там поставил мне? Понравилось? Не переживай, я скоро к тебе приду, ты приколишься. На самом деле, вроде бы как хочется поставить 6 духов, но тогда мне придется лишиться бафа магов и Зевса. Покеда, молодой! Счастья тебе и здоровья! Еще и, кстати, мне идеально пришел последний друид. Обалдеть, что происходит в этом казино? Если сейчас только не скажи, что тебя инсектоид вынесет. И это должен быть я. На красивой ноте я должен тебя вынести. Это должен быть я, никто другой. А я. Чел вот этот на гоблинах вообще максимально странный, если объективно посудить, типа. Без обид как бы этому гоблину, но он максимально странный. Он собрал себе такой стол, но он не переделывается с гоблинов. Баф гоблинов это всегда юзлес хрень. Хотя он сейчас выиграл в том раунде. Но ему меня, скорее всего, не выиграть. Вот. А у него драконий рог. Это уже плохо. Хотя у него не будет там вечной крутилки, поэтому плевать. Нет вечной крутилки, соответственно, нет проблем. А так как у меня есть полуорки, то, соответственно, там будет стан. По-любому. Хочешь, не хочешь, молодой, но будем сейчас развлекаться с тобой. Ты готов? Я надеюсь, ты готов, потому что я готов. Так, 28 хп. Ай-яй-яй. Минус 22. Чел... Он ливнул. Фу. Чисто морально задавил. Но объективно у чела максимально странный билд. Типа у него есть такой огромный джаггер, и он его никак не реализовал. Он мог его спокойно реализовать под богами. Спокойно быть с вечной крутилкой. Да, это как бы ему не особо помогло против моего духа пятерки, потому что у меня инкастово прилетал огромный дамаг. Но все же, он даже не попытался, он тупо ливнул. Хотя на самом деле, типа, там у чела есть драконий рог, он даже под драконьим рогом не успел крутилку нажать свою. Имба? Но я считаю, чел на втором месте не доиграл. Он мог спокойно в богов перейти и кайфовать от жизни. Богов-орков. Было бы все четко. Да, я бы там все равно попробовал бы перестроиться в каких-то там морских и тому подобное, но у меня 6 хп, у меня не было даже возможности перестроиться. Я считаю, выиграл... Ну, я тупо морально задавил. Я на 6 хп это вывез. Я на самом деле думал, что это будет неудачный трай, но получается первый блин не комом. Мне нравится. Я кайфанул от каточки, ребят. Что думаете вы по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также не забудьте поставить свой лайк в поддержку данного ролика. А кто не подписан, то подпишитесь, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. Также напоминаю, у моего канала есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!